Доброе, светлое, замечательное утро! Сегодня мой ролик про гортензии. В нашем саду 4 сорта гортензий, крупнолистные и метельчатые. Сегодня я покажу, как они цветут, расскажу немножко о сортах, покажу хлороз, но самое главное покажу, как я формирую из куста метельчатой гортензии деревце. Это будет маленькое красивое деревце. Покажу сегодня подкормки, чем и когда я подкармливаю свои гортензии для пышного цветения. Друзья, я уважаю ваше время, поэтому кому срочно, в описании есть тайм-коды. Пожалуйста, переходите и не смотрите нашу воду. А мы с удовольствием прогуляемся по саду, посмотрим цветение лилий и поговорим про гортензии. Пожалуйста, знакомьтесь. Метельчатая гортензия Диамант Руч, да, французская красавица, обладает престижной наградой. Одна из самой яркой метельчатой гортензий в мире. Вот такой нежно-розовый цвет сейчас. Сегодня у нас конец июля. Затем она стоит до октября красивыми красными малиновыми шапками. Причем куст у нее не только красивые бутоны, но и листья. Они становятся такими оранжево-желтыми. Этот куст еще молодой. Ему 4 года. Посмотрите, какие громадные шапки уже сейчас. Единственный минус этой красавицы в том, на мой взгляд, что у нее слабые ветки. Они не так, как Limelight, крепко держат свой гигантский огромный бутон. Это деревце я тоже, эту гортензию я тоже формирую деревцем. Очень надеюсь, что у меня получится. Конечно же, гортензии водохлебки. Без воды они погибают сразу. Конечно же, очень важен мульч. Мульч – укрытие от засухи, от быстрого просыхания. Но генетически эта гортензия не может быть выше 1,5 метра максимально. И поэтому я ее принудительно формирую в деревце, чтобы она была выше. Потому что такие красивые крупные шапки лежат на полу. Пожалуйста, знакомьтесь, вторая красавица в нашем саду Sunday Fries. Вот такие гигантские громадные шапки. Но я думаю, сантиметров 35. Она еще не до конца распустилась. Она вообще распускается странно. С этой стороны, видимо, больше солнца, она быстрее. С этой стороны еще только маленькие соцветия. Тоже формирую ее деревцем. Конечно же, обязательно плодородный грунт, кислый грунт. Конечно же, обязательно полноценный, хороший полив, потому что она не получит таких крупных шапок, если не будет достаточно воды. Посмотрите, какие громадные шапки. Невероятно. Еще один сорт в нашем саду гортензии Limelight. Такой фисташковый нежный цвет. Они еще не до конца распустились. Да? Фисташковый нежный, нежно-зеленый цвет. Этот сорт практически не розовеет. Нет, он со временем становится совсем белым, потом темнеет, становится коричневым таким. Я не держу долго коричневые шапки, мне не нравится. Тоже поднимаю эту гортензию вверх, чтобы она была деревцем. Вот у этого сорта генетически, то есть от природы, от рождения, шапки не такие большие, нет, они поменьше. Но у нее большой плюс, что у нее крепкие, сильные ветки. Они держат форму прекрасно, в отличие от Диамант Руч. Вот я хотела показать, как я формирую из куста
деревце. Вот куст, он выглядит как метелка. Несмотря на то, что я его прореживаю, он все равно выглядит неэстетично и некрасиво. Я хочу сделать деревце. Вот оставляю вот такой штамп. Вот это новые побеги. Да? На следующий год я обрежу их на 4 почки. Причем внешние. Внутренние буду срезать на кольцо. Таким образом, на следующий год будет оголенная вот эта часть. И он поднимется, куст, практически на 80 сантиметров. А дальше я посмотрю, или я буду еще поднимать, или все-таки этого достаточно. Вот здесь наглядно видно Limelight. Да, у нее очень крепкие стебли, она прекрасно держит шапки. Я не хочу и из нее видеть куст с мелкими или шапками или низкорослый. Я хочу сделать из нее деревце. Вот так я в этом году сформировала. Я вырезала этот куст практически на 80%. Я вам покажу, как он выглядел в апреле. Да, вот это вот у меня оголенная часть теперь будет штамбом как бы, да. На будущий год я из 3 вот веток, здесь их, да, 3 побега, я оставлю 1. Затем вот эти новые побеги я обрежу на 4 почки. И они тоже будут оголены. И потом отсюда пойдет формироваться куст. Какой высоты я его сделаю, я еще не решила. На штамбе такая гортензия будет выглядеть слишком хрупко. А вот с такими 2-3 ветками она будет более устойчива. Вот эта гортензия у нас крупнолистная. К ней подход совершенно другой. Видите, у нее какое скудное цветение, несмотря на то, что она тоже уже у нас не 1-й год. Во-первых, у нее цветение на побегах 2-го и дальше следующих годов. Не как у метельчатой на побегах 1-го года. Во-вторых, она намного капризнее, что ли. Морозостойкость у нее намного ниже. Да? Очень боится возвратных заморозков. Именно поэтому из-за возвратных заморозков мне пришлось срезать все обмороженные макушки. Видите, шапки у крупнолистных круглые, у метельчатых как метелочки. Схема подкормки, конечно, одинаковая, но обрезка и обязательно укрытие на зиму, вот в этом отличие. Это тоже сорт Limelight. Это гортензия у нас на штамбе. Очень много воды требуется ей, особенно в наше засушливое лето. Такие шапки я очень вырезаю. Конечно, можно было бы еще вырезать, но ей будет тяжело держать крупные шапки. Я ее подвязываю в обязательном порядке, но держать шапки ей будет тяжело. Вот такие красивые гортензии живут в нашем саду. В самом начале сезона, в апреле, я подкармливаю вот этим замечательным удобрением для кислых растений, которые любят кислую почву. Рододендроны, гортензии, камелии. Универсальное комплексное удобрение постепенно выдает все свои полезные качества. Достаточное содержание азота, калия, фосфора. Не забудьте подписаться на канал. Возвращайтесь к нам снова. Вот в качестве второй подкормки я использую препарат Калий Фосфор Плюс. Его используют профессионалы. В нем совершенно нет азота, что очень важно для второй подкормки. В нем магний, микроэлементы и калий. Калий с фосфором для пышного цветения, для больших шапок. Хотела вам показать хлороз.
хлороз на листьях гортензий, на гортензиях, да? Это никакая не болезнь, это говорит о том, что растению не хватает железа. Для хлороза или от хлороза я использую вот такой препарат. Немецкий Eisenbühner. Важно вносить это удобрение с содержанием железа, магния в кислую почву. Если у вас почва стала щелочной, то ее необходимо сначала закислить. Вообще гортензии один раз в месяц я или в 3 недели поливаю кислым раствором. На ведро воды, например, чайная ложка уксусной эссенции или яблочный уксус использую. Если поливать вот этим удобрением без кислой среды, то оно просто не усвоится. У меня есть такой опыт. К сожалению, я поливала, но хлороз оставался. Именно потому, что почва стала щелочной. В этих крупных сортах очень важна обрезка. Вы, наверное, все уже знаете. Мелкие ветки на кусту принесут мелкие шапки. Не будем мы жадничать. Мы оставим немного, но крепких крупных ветвей, которые дадут нам огромные красивые шапки. Пожалуйста, обстригайте, обрезайте бутоны только в сухую погоду. Все, что растет внутрь, загущает куст, удаляем безжалостно. Коротко прогуляемся по саду в целом. Сейчас период цветения лилий. Конечно, нижние уже потеряли свою свежесть и тем не менее стоят красивым ярким пятном. Посмотрите, сколько здесь 2, 3, 6, 8, 10, 13 цветков на одной ветке. Она очень высокая, она выше, чем я. А я 1,68 м. Вот это вот другой сорт. Очень красивый. А какой запах! Невероятно! Друзья, не могу не показать листья на своих розах, потому что у меня 2 ролика, много комментариев, много мнений, и поэтому я обязательно всегда показываю, как на них совершенно нет черной пятнистости на всех моих розах. Я научилась с этим бороться. Посмотрите, пожалуйста, на канале есть 2 ролика об этом. Хотела еще показать вам китайский гибискус. Многолетник, который зимует в грунте, прекрасно переносит холода. Пожалуйста, приходите через пару недель, будем смотреть его цветение. Это невероятное зрелище, я вас уверяю. Большое спасибо всем, кто был со мной. Не забудьте подписаться на канал. Пожалуйста, возвращайтесь снова. Пожалуйста, приходите на следующий год посмотреть, каким у меня получится сформировать и вырастить вот этот куст, например, деревцем. Спасибо.